Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и долгие стримы. И сегодня я расскажу вам о смартфоне, который был на моем канале недавно, и я делал на него полноценный обзор. Помимо этого, на канале для стримов вы можете посмотреть его прожарку на несколько часов. И помимо этого, еще и обзор одним кадром, где я ходил, себя снимал на него, чтобы понять, насколько хорошо камера работает. Меня зовут Саня, основной канал, как вы знаете, Польза.нет, и я обычно критикую устройство, поэтому иногда после цикла нескольких обзоров особо удачные устройства в плане соотношения цены-качества я делаю вот такой вот топ-10 причин, чтобы его приобрести. Если бы ценник был выше, разумеется, подобного обзора бы не было. Что такое Poco X6 Pro и с чем это едят? Это 120 Гц экрана, помимо этого экран плоский, помимо этого очень мощный процессор за этот ценник и довольно неплохие камеры, хотя с другой стороны он далеко не улетает. Но если сравнивать с тем же Nothing Phone 2a, который на 20% дороже при меньшей памяти, и худшем в 2 раза процессоре, который лучше чуть-чуть, чем Poco X3 Pro, эта штука однозначно достойна вашего внимания. Смотрим. Напоминаю, что розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Со следующего месяца начну разыгрывать просто по одному смартфону в месяц. Ну, не знаю, хотя бы полгода точно буду разыгрывать. Как раз с Poco X6 и начну. Подписывайтесь с колоколом, перейдем уже непосредственно к причинам, по которым я советую приобрести Xiaomi Poco X6 Pro. Опять же, на момент издания обзора и, может быть, еще во время распродаж. Начинается список с очевидной причины, а именно экран, так как с ним вы будете иметь зрительный контакт на протяжении всего времени использования этой модели. X6 Pro оснащен Crystal RS 1.5K Flow AMOLED DOT дисплеем на 6,67 дюйма с отличным разрешением 2712 на 1220 пикселей, защитой Corning Gorilla Glass 5 версии, которая хорошо себя зарекомендовала среди пользователей, а также с поддержкой таких технологий, как TrueColor, HDR10+, Dolby Vision, Always On Display, Adaptive Sync и Multitouch до 10 касаний одновременно. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, а частота дискретизации мгновенного касания в 2160 Гц. В играх сенсорный отклик у экрана отличный, играть довольно удобно, плюс экран плоский с небольшими рамками. Пиковая яркость по моим замерам 1600 люксов, но помним, что данная яркость не держится, опять же, по той причине, которая была озвучена во время моего первого тестирования. А на этот смартфон у меня уже было 3 обзора. Показатели шума выше 12% не поднимаются, глаза от экрана не будут быстро уставать, и это весомый плюс. Плотность пикселей такая же хорошая, 446 ppi, как читалку его использовать можно, но все-таки я рекомендую для чтения, если у вас есть деньги, экраны с плотностью пикселей 500 ppi. Но 446 это выше, чем у среднебюджета, и это шикарно. Это даже выше, чем у многих субфлагманов. Вторая причина — это железо. Процессор установлен MediaTek Dimensity 8300 Ultra с техпроцессором 4 нанометра с 4 ядрами Cortex A510 по 2,2 ГГц, 3 ядрами Cortex A715 по 3,2 ГГц и одним ядром Cortex A715 до 3,35 ГГц. В тестах 3D Mark смартфон не вылетает и не перегревается. В плюсом в Antutu в общем тесте на производительность X6 Pro показал 1 366 000 баллов, и это неплохо. В целом смартфон в остальных тестах показал хороший результат. Графический процессор Mali G615 MP6, а за систему охлаждения отвечает технология Liquid Cool версии 2.0 с площадью 5000 мм². Оперативная память LPDDR5X и доступна на выбор 8 или 12 ГБ. Внутренняя память мега быстрая UFS версии 4.0 и на выбор 256 ГБ или 512 ГБ. В Storage-тесте смартфон выдал шикарнейшие 183 000 баллов. Третья причина — смартфон довольно комфортный в использовании. Все благодаря неплохой эргономике. Габариты смартфона 160 на 75 на 8,5 мм, а вес 190 граммов. В руке смартфон лежит удобно, грани прямые, но тыльная часть слегка с закругленными краями для более удобного хвата. Дизайн устройства привлекательный, а в продаже есть 3 расцветки. Это черная, серая и базовая желтая. В черной и серой расцветке тыльная часть выполнена из пластика, как и рамка, но в желтой расцветке тыльная часть выполнена
из веганской кожи. И напоминаю, эти смартфоны продаются везде. Poco, в принципе, Global, можете пойти везде в руках, повертеть их для того, чтобы прикинуть, удобно вам будет или нет. К плюсам я также отнесу защиту от влаги, пыли по стандарту IP54. Да, топить смартфон нельзя, но хорошо, что он не боится капель воды и пыли. Четвертая причина — это динамики и вибромотор. Звучание в данной модели стерео с поддержкой Dolby Atmos, сертификация HiRes Audio и HiRes Audio Wireless. Динамики громкие с качественным звуком. Для персонализации звука есть предустановки и даже кастомный эквалайзер, но, к сожалению, есть перекос по громкости между динамиками. Вибромотор линейный по оси X, но настраиваемый и тактильно приятный. Пятая причина — операционная система HyperOS на базе Android 14 версии. Обновления еще будут прилетать, разумеется. Система схожая с MIUI, но, как по мне, она стала более интересной. Ко всему имеет ряд полезных функций и режимов. Также в теме про систему добавляю к плюсам сканер отпечатков пальцев под экраном, который отрабатывает отлично, как и функция распознавания по лицу. Ну и плюс HyperOS, в отличие от MIUI, у Xiaomi в ребут не уходил. Как мы помним, недавно Xiaomi в MIUI выкатили одно из обновлений, и у людей появились телефоны в перезагрузке. Понятно, что их восстановили, но часть информации люди потеряли. Не все, их немного, но нужно помнить, что Xiaomi может так чудить. Шестая причина — это беспроводная связь. Poco X6 Pro поддерживает Wi-Fi 6 версии, технологию Dual 5G, 4G сети и ниже. Связь смартфон ловит отлично, что неудивительно, но предупреждаю, что датчик приближения работает отвратно. И те, кто не любит это дело, знайте, что у меня он не работал, и еще у многих других блогеров. И он калибруется, то есть при желании можно все. NFC поддерживается, устанавливаем MirPay и без каких-либо проблем оплачиваем покупки бесконтактным способом. Плюс идет последняя версия Bluetooth, версия 5.4, а также наличие ИК-порта для управления бытовой техникой. Седьмая причина — аккумулятор. Емкость аккумулятора 5000 мАч, и в PC-марке смартфон выдал 7 часов 53 минуты, что является скромным результатом, но при просмотре видео на YouTube уходит всего 4-5%. В играх, к примеру, в Genshin Impact на рекомендованных низких настройках графики за час уходит 18%. Смарт поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, что позволяет зарядить его от родного адаптера питания от 0 до сотки в среднем за 1 час. И напоминаю, что всем, кому интересны игры, смотрите его прожарку на польза стримы. Она была долгой и мучительной. Восьмая причина — фотовозможности. Блок камер с тыльной части состоит из основного модуля на 64 мегапикселя с оптической стабилизацией, апертурой 1.7 и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS. Далее есть сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и апертурой 2.2 и макросенсор на 2 мегапикселя с апертурой 2.4. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана с максимальным разрешением для видеосъемки 1080p 60 FPS. Круто, что для основного сенсора есть 4К разрешение, и круто, что для фронтального сенсора добавили 60 FPS. Если по видеосъемке данная модель не то чтобы показывает плохой результат, она просто обыкновенна. А вот по фото он и правда хорош. Советую перейти по ссылке в описании на основной обзор этого смартфона для того, чтобы посмотреть фото и видео примеры, как они будут выглядеть на YouTube. Плюс советую посмотреть исходные файлы в моем личном телеграм-канале. Но это не камерафон совсем. За эти деньги, разумеется, есть что-то лучшее по съемке. Добавляете 2-3 тысячи, покупаете Pixel 7a. Девятая причина — это хороший комплект поставки, в который входит и блок питания до 67 Вт, и кабель для зарядки с USB-A на Type-C, и силиконовый чехол отличного качества. Ко всему, смартфон в стоке уже имеет защитную пленку, заводскую, с довольно неплохим олеофобным покрытием. Десятая причина и самое главное — это цена. Так как если бы не цена, все вышеперечисленные достоинства были бы не актуальны. И за эти деньги, что он продавался изначально, можно было бы приобрести просто море устройств, которые все бы его уделывали. Так что не забудьте обязательно посмотреть мой топ-10 смартфонов до 30 тысяч рублей. А у этого смарта помните, что за эти деньги по совокупности факторов, то, что предлагают на распродаже, ничего аналогичного вы не приобретете. Очень он крутой. Таких 3 по одному в месяц я разыграю, начиная с апреля. А там уже посмотрим, что буду потом разыгрывать. Резюмирую довольно просто. Если вам необходим смартфон на пару лет, то это просто великолепный вариант. Почему? Потому что сегодня на Алишке он будет выходить от 23 до 24 тысяч рублей. Может быть, скакнет курс и будет 22 тысячи. Я купил таких 3 штуки, на одном вычел баллы. У меня есть баллы на Алишке за счет того, что я что-то там покупаю. И он мне вышел вообще в 19 тысяч. И еще 2 я купил по 22 800, по-моему. Если отправят, не если отправят. А когда отправят, вам отпишусь. И эти 3 смартфона я разыграю со следующего месяца по одному
Poco X6 Pro я буду разыгрывать 3 месяца подряд, вместо 5 Mi Band'ов, которые разыгрываются а-ля ежемесячно. Что буду потом брать, посмотрим, но одно еще раз повторяюсь. Очень много смартфонов, которые в этот ценник не обладают вообще ничем. И многие говорят, процессор это не важно. Я не согласен. Сколько минусов в этом девайсе? Просто море. То же самое. Помним, что у этого смарта есть великий и ужасный датчик приближения, который работает довольно плохо. Видео и фото у него точно не лучшие в этом ценовом сегменте. Но если вы не ищете телевика, который вы можете найти в Realme 12 Pro Plus, или вам не нужны суперфото, как в Pixel 7a, в котором все плохо, кроме фото, или вам не нужна защита от влаги, как в Samsung A54, как я уже говорил, это ваш вариант. И альтернатив в нем нет. Напоминаю, что у Poco не бывает китайских моделей, только глобальные модели. Эта железка однозначно стоит своих денег. Ее рекомендую в 23-24 тысячи. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.